Этот камин не совсем обычный. Его особенность в том, что для него не нужно много места, потому что это мини-камин, который можно поставить даже на полку. Привет! Вы на канале Лилия DIY Art Stories, и меня зовут Лилия. В основе будет пенополистирольная плита толщиной 2 см. Она легко режется ножом, и к тому же вся конструкция получается также легкой по весу. Нарезала следующие заготовки с размерами: 40 на 60 см, одна деталь. Это будет задняя стенка. Передняя стенка также размером 40 на 60 см, но с вырезанным по центру снизу отверстием 23 на 30 см. Боковые и внутренние стенки 4 детали размером 19 на 40 см. Верхняя панель 22 на 66 см, одна деталь. И нижняя панель-постамент 24 на 70 см. Толщина этой плиты 5 см, но можно взять и 2-сантиметровую. На задней стенке провожу 2 вертикальные линии, отступая слева и справа по 17 см. Центральную часть я буду оклеивать вот такими прямоугольниками, вырезанными из картона толщиной 1 мм. Размер прямоугольника 3,8 на 12,8 см. Это будет имитация кирпичной кладки. Вначале я использовала вот такой полимерный клей, но потом попробовала термоклей и дальше кирпичики уже клеила на него. Чтобы сделать смещение вкладки, целый кирпичик разрезаю пополам. Между кирпичиками делаю отступы примерно по 3 мм. Таким образом оклеиваю всю центральную часть задней стенки. Точно так кирпичиками мне нужно оклеить и внутренние стенки камина. Получается вот так. Теперь всю кирпичную поверхность окрашиваю акриловой краской белого цвета. Промежутки между кирпичиками также нужно закрасить, и для этого я пользуюсь кисточкой. Теперь соединяю внутренние стенки с задней стенкой камина. Конечно, заметно, что в месте соединения уже торчат тонкие палочки. Это зубочистки. Они нужны для лучшей фиксации соединения, но в этом моменте использовать их неудобно, так как они мешают точно подгонять детали друг к другу. Их нужно было воткнуть с внешней стороны после того, как детали уже посажены на клей. В дальнейшем я так и буду делать. А теперь приклеиваю боковые стенки камина. Здесь я уже перешла на термоклей. Он быстрее схватывается и, в принципе, надежно держит. Главное не наливать его много, иначе полистирол будет активно плавиться под действием высокой температуры. И вот теперь я все переворачиваю на обратную сторону и дополнительно фиксирую соединение зубочистками. Теперь приклеиваю переднюю стенку и сразу места соединений фиксирую зубочистками. Приклеиваю нижнюю панель-постамент и опять же не забываю про фиксацию зубочистками.
С другой стороны приклеиваю верхнюю панель. Настало время заняться отделкой. Это потолочный плинтус из полистирола. Его ширина 4 см. Уголки и прямые на таких плинтусах я режу обычным ножом с длинным лезвием. И использую вот такое специальное приспособление, которое называется стусла. Этот широкий плинтус я наклеиваю под верхнюю панель камина, то есть под столешницу. Выступы панели рассчитаны конкретно для плинтуса этой ширины. Для оклеивания портала камина у меня плинтус уже другой, его ширина 3 см. Этот же плинтус я приклеила внизу на основании, но мне не понравилось, как выглядят эти углы. Поэтому позже я вклеила вставку из такого же плинтуса. Отсюда следует, что в этом месте плинтус можно сделать одной целой деталью. Теперь самый узкий плинтус шириной 2 см наклеиваю на фасадную часть камина. Наклеиваю в виде прямоугольных рамок сверху и по бокам. На две боковые стороны камина наклеиваю картонные кирпичики. Из полимерной глины с помощью силиконовых молдов делаю фигурки. Фигурки оставляю сохнуть. Для этой глины это примерно 8 часов. Высохшие фигурки приклеиваю на выбранные места. Использую термоклей. А дальше акриловой краской белого цвета окрашиваю всю поверхность камина. Теперь я буду тонировать и окрашивать поверхности камина. В акриловую краску бежевого цвета добавляю немного черного пигмента. Вместо пигмента можно использовать ту же акриловую краску, только черного цвета. Добиваюсь светлого серо-бежевого оттенка. Сначала тонирую фигурки. Слегка сбрызгиваю их водой, а затем кистью наношу краску. И влажной салфеткой убираю краску с поверхности, но при этом оставляю краску в углублениях фигурки. Теперь тонирую все плинтусы, проходя по выступающим местам влажной салфеткой с набранной на нее краской. Другой влажной салфеткой, но уже без краски, растягиваю границы краски, чтобы получить плавный переход цвета.
А сейчас с помощью губки наношу краску на все кирпичики, включая те, что внутри камина в портале. Делаю это легкими постукивающими движениями, стараясь, чтобы краска ложилась разреженными мелкими пятнами. Сначала это тот же серо-бежевый тон. Затем в краску я добавила немного яркого коричневого и добавляю оттенок на кирпичики. Для защиты поверхностей и придания им легкого глянца покрываю все акриловым лаком. У меня лак с небольшим перламутровым отливом, но этот эффект будет практически незаметен, а мне, в общем-то, и не нужно. Камин по размеру получился не очень большим, но и не маленьким. Его можно поставить и вниз на пол, или же разместить на подвесной полке. А в зависимости от сезона можно украсить и разнообразным декором. Например, как у меня, зимним, рождественским. Если понравилось, не забудьте поставить лайк и напишите несколько слов. Это поможет в продвижении и этого ролика, и развитии канала. Всем спасибо за внимание и, как всегда, жду на своем канале.